Привет! Это быстрый обзор эпичной битвы Хань Ли с Джун Луанем над морем гроз. Полная готовность к следующим главам. В ход идут трансформации, иллюзии и управление временем против мастера злобной Ци. Во-первых, сумасшедшая трансформация. Враг использует темную магию, кипятя кровь Хань Ли изнутри. Прижатый к стенке, герой пробуждает силы мифического дракона и феникса. Бам! Превращается в колоссальную бронированную золотую обезьяну, переворачивая бой. Во-вторых, жуткое истощение. Джун Луань высасывает духовную силу, возвращая Хань Ли в человеческий облик. За долю секунды до фатального удара срабатывает священная ось мантры. Время замедляет атаку врага до улиточной скорости, давая шанс на спасение. Наконец, гениальный финал с обманом. В отчаянии Джун Луань жертвует телом, вкладывая всю энергию в гигантский удар кровавой саблей. Хань Ли создает иллюзию, меняющую небо и океан местами. Удар уходит в воду. Враг взрывает клинок для отвлечения и телепортируется, оставляя поле Хань Ли. Пережив мясорубку, герой безоговорочный победитель, открывая новый этап истории. А теперь слушаем дальше. Глава 306. Избегать неприятностей. Тем временем высоко в небе, в десятках километров отсюда, гигантский черный журавль Джун Луаня издал пронзительный крик, послав волну палящего черного пламени, устремляющегося к гигантскому серебряному огненному ворону, находящемуся на расстоянии более 3 километров. Сразу же после этого он повернулся в сторону, где только что взорвалось алое солнце, с легким затаённым страхом в глазах. К счастью, его преследовал до самого этого места серебряный огненный ворон. Иначе одних только ударных волн от этого взрыва было бы почти слишком много, чтобы он мог выдержать. Перед лицом приближающейся волны черного пламени серебряный огненный ворон энергично взмахнул крыльями, высвободив серию шаров серебряного света, которые один за другим взорвались серебряным пламенем, чтобы уничтожить приближающееся черное пламя. В глазах черного журавля мелькнул легкий страх, и он усмехнулся. «Прекрати свое бесполезное сопротивление, твой хозяин уже мертв». Серебряный огненный ворон слегка замялся, услышав это, а затем издал пронзительный крик, когда серебряное пламя вокруг его тела вздулось, прежде чем сформировать гигантский огненный шар, который был запущен по воздуху, поглощая все палящее черное пламя на своем пути. Черный журавль не собирался продолжать эту битву дальше, и он спикировал с неба, пока серебряный огненный ворон был закрыт его черным пламенем. Внезапно он изменил направление своего полета, и в воздухе в десятках километров от него в этом направлении появилось облако черного тумана. Затем Джун Луань вывалился из черного тумана, прежде чем приземлиться на спину черного журавля как раз в тот момент, когда тот пролетал мимо. «Мы должны убраться отсюда. Быстрее!» — крикнул Джун Луань встревоженным голосом, как только приземлился на спину черного журавля. Черный журавль не осмелился медлить, и он немедленно энергично взмахнул крыльями, чтобы улететь. Однако как раз в этот момент в воздухе впереди на расстоянии более 3 километров переплелись бесчисленные дуги золотой молнии, сразу же после чего появилась золотая формация молнии размером в несколько метров. Затем Хань Ли появился среди грохочущего раската грома с лазурным длинным мечом, потрескивающим дугами золотой молнии, которым он рубанул по Джун Луаню. При виде Хань Ли в глазах Джун Луаня появилось легкое отчаяние. Он только что взорвал свое связанное сокровище, но так и не смог навредить Хань Ли. Он сделал хватательное движение перед своей грудью, и полупрозрачный круглый щит мгновенно вылетел, прежде чем расположиться перед ним. В то же время то немногое, что осталось от злобной кровяной ци в его теле, вырвалось наружу, чтобы проявить костюм алых доспехов. Прежде чем духовные узоры на костюме доспехов успели полностью принять форму, лазурный длинный меч уже прибыл. Раздался оглушительный грохот, когда с поверхности алого щита вырвалось несколько десятков золотых молний, танцующих в воздухе, как хлысты богов молнии. Непрерывно раздавался ряд потрескиваний, и по воздуху распространился едкий запах гари. Сразу же после этого раздался слабый треск, и алый щит перед Джун Луанем был разбит, после чего длинный меч Хань Ли обрушился вниз. Внезапно перед лбом Джун Луаня появилась вспышка лазурного света. Лазурный свет исходил от его медного головного убора, и он смог остановить меч Хань Ли на месте. Хань Ли издал громкий рев, когда на его руках появились золотые чешуйки, и он изо всех сил надавил своим лазурным длинным мечом вниз. В то же время из рун на мече вырвались дуги лазурной молнии, чтобы дополнить его атаку. Нет, Джун Луань издал негодующий рев, когда медный головной убор на его голове треснул.
Лишившись чего-либо, что могло бы противостоять ему, длинный меч Хань Ли обрушился вниз, разрубив голову Чжун Луаня на две части, и черный журавль начал падать к морю, словно его сильно ударили. Как раз в тот момент, когда он собирался приземлиться в море, он внезапно взмахнул крыльями и увеличил высоту, прежде чем улететь вдаль. Даже не нуждаясь в указаниях Хань Ли, сущность огненного ворона немедленно бросился в погоню. Тем временем Хань Ли схватил Чжун Луаня за воротник, чтобы поймать его безжизненное тело, и, окинув духовным чувством останки Чжун Луаня, его брови слегка нахмурились. Прямо в этот момент прибыли ударные волны от взрыва алого солнца, и даже они были менее чем в 1000 раз мощнее, чем они были бы в эпицентре взрыва, они все еще пронеслись мимо Хань Ли в виде порывов свирепого ветра, вызывая у него чувство затаённого страха. Он заметил, что что-то не так только в тот момент, когда взорвалась черная сабля, и было уже слишком поздно защищаться. В этой ужасной ситуации все, что он мог сделать, это снова призвать свою священную ось мантры, чтобы ненадолго отсрочить взрыв алого солнца, и это окно возможностей позволило ему высвободить свою способность реверсивной священной оси, чтобы сбежать. После этого он использовал свое духовное чувство, чтобы определить местоположение Чжун Луаня, а затем погнался за ним со своей формацией молниеносной телепортации. Внезапно в правом рукаве Чжун Луаня вспыхнул черный свет, и из него вылетела черная зарождающаяся душа, одетая в прозрачный плащ, а затем мгновенно исчезла с места со вспышкой черного света. Однако сразу же после этого раздался громкий взрыв, и зарождающаяся душа вывалилась из воздуха в нескольких километрах от него среди вспышки сильных пространственных колебаний. Она обернулась с ужасом на лице и увидела Хань Ли, который бесстрастно смотрел на нее с вертикальным черным глазом на лбу. Глаз разрушения закона, сердце Чжун Луаня погрузилось в полное отчаяние. Прежде чем зарождающаяся душа успела снова сбежать, Хань Ли взмахнул своим мечом в воздухе, высвободив полосу лазурного света меча, которая подхватила зарождающуюся душу Чжун Луаня и прозрачный плащ, который она носила, прежде чем разорвать их обоих в клочья. Даже после того, как зарождающаяся душа Чжун Луаня была полностью уничтожена, Хань Ли все же позаботился о том, чтобы внимательно осмотреть окружающую область своими глазами духовного прозрения. Только убедившись, что не осталось даже малейшего намека на ауру Чжун Луаня, он убрал свои глаза духовного прозрения, после чего забрал браслет для хранения Чжун Луаня, прежде чем отправиться в погоню за черным журавлем. К этому моменту серебряный огненный ворон уже догнал черного журавля, и он образовал массивное кольцо серебряного пламени, чтобы поймать черного журавля внутри. Черный журавль изо всех сил пытался сбежать, но безрезультатно. Он никак не мог себе представить, что его хозяин будет побежден таким обыкновенным на вид молодым человеком, но это была неоспоримая реальность, и ему ничего не оставалось, как поверить в это. Когда Хань Ли быстро приближался, черный журавль поспешно закричал паническим голосом: «Пощади меня, старший! Я первобытная птица с врожденным мастерством в законах атрибута огня. Если ты пощадишь мою жизнь, я готов принять тебя в качестве своего хозяина». Кроме того, я знаю много секретов Чжун Луаня, однако Хань Ли не обратил внимания на отчаянные мольбы черного журавля о пощаде, и он сделал одной рукой ручную печать, в то время как другой рукой опустил свой лазурный длинный меч прямо вниз. Массивная проекция меча длиной более 300 метров вырвалась из острия меча, мгновенно пронзив голову черного журавля. Черный журавль издал мучительный вой, прежде чем рухнуть в море. За ним последовал Хань Ли, который протянул руку, чтобы вырвать его зарождающуюся душу из головы. Зарождающаяся душа была проекцией крошечного черного журавля, и она изо всех сил билась в руке Хань Ли с ужасом на лице. Сущность огненного ворона спикировал вниз и превратился в огненно-серебряного ребенка, который приземлился на плечо Хань Ли, и в его глазах было явное томление, когда он смотрел на зарождающуюся душу черного журавля. «Скоро ты сможешь ее получить», — успокоил Хань Ли с улыбкой, а затем закрыл глаза, когда из его руки вырвалась вспышка лазурного света, чтобы окутать зарождающуюся душу. Немного погодя, Хань Ли медленно открыл глаза со смешанными эмоциями в сердце. У черного журавля было не так много воспоминаний, содержащих информацию о Фан Пане, но из того немногого, что у него было, Хань Ли мог сказать, что Чжун Луань говорил правду, когда говорил, что не знает, кто поручил Фан Паню преследовать его. В воспоминаниях черного журавля Хань Ли также видел тот землисто-желтый дворец, расположенный в бескрайней пустыне, а также черные цепи, усеивавшие весь пол дворца, и он немедленно подумал о цепях законов, разделяющие источник. Он видел большое черное кресло в центре дворца и фигуру в белом плаще, сидящую на кресле, но как бы он ни старался, он не мог разглядеть черты лица фигуры. Черный журавль, казалось, чрезвычайно боялся этого человека, до такой степени, что даже не осмеливался смотреть прямо на него. После краткого молчания Хань Ли бросил зарождающуюся душу черного журавля огненно-серебряному ребенку, а затем взлетел на спину черного журавля, чтобы забрать браслет для хранения Чжун Луаня среди прочих предметов.
Огненно-серебряный ребенок радостно принял зарождающуюся душу черного журавля, с жадностью проглотив ее целиком. Затем в его кругленьком животике загорелся свет, словно в его желудке горело палящее пламя. Извлекая демоническое ядро черного журавля, Хань Ли повернулся к сущности огненного ворона и увидел, что после поглощения зарождающейся души черного журавля он начал спотыкаться, словно пьяный. Однако через их духовную связь он мог чувствовать, что с ним все в порядке, и он подошел к огненно-серебряному ребенку, прежде чем поднять его одной рукой и вернуть в свое тело. После этого он достал пилюлю и проглотил ее, а затем устремил свой взгляд на секту священных марионеток с задумчивым выражением лица. Учитывая ситуацию, которую он наблюдал ранее, секту священных марионеток, скорее всего, уже невозможно спасти, поэтому, если бы он вернулся, то только подверг бы свою собственную жизнь риску без всякой причины. Кроме того, секта священных марионеток наняла его только для защиты, и он, конечно, не собирался рисковать своей жизнью ради секты. Вдобавок ко всему, Чжун Луань отправился в запретную зону секты священных марионеток до него, и хотя он не знал, какова была цель Чжун Луаня, теперь, когда он убил Чжун Луаня, возвращение в секту священных марионеток только создало бы проблемы. Что касается награды за эту миссию, то он был счастлив оставить ее. В конце концов, он получил большую добычу, убив нескольких культиваторов стадии истинного бессмертного на этой миссии, и этой добычи было более чем достаточно в качестве компенсации. Подумав об этом, он в последний раз взглянул в сторону секты священных марионеток, прежде чем улететь в виде полосы лазурного света. Глава 307. Изучение добытого. Времена года сменялись, и более года пролетело в мгновение ока. В этот день полоса лазурного света опустилась на пик багрового рассвета, а затем исчезла, открыв Хань Ли. Он не прилагал никаких усилий, чтобы скрыть себя, поэтому вскоре все слуги в его пещерной резиденции собрались, чтобы увидеть его во дворе, но Мэн Юнгуэ и Сун Бучжена среди них не было. «Когда ты вернулась, Цинь-Цань?» — спросил Хань Ли, окидывая взглядом 8 слуг. «Я вернулась меньше месяца назад. Вот несколько семян духовных растений, найденных моим братом и братом Сун, они просили меня передать их вам», — сказала Мэн Цинь-Цань, протягивая Хань Ли мешочек для хранения. Хань Ли принял мешочек, а затем перевернул руку, чтобы достать еще 3 мешочка для хранения, которые он предложил Мэн Цинь-Цань, говоря: «Хорошо. Если у тебя будет возможность встретиться с ними, передай им эти духовные камни и пилюли. Кроме того, ты можешь раздать эти пилюли всем вместо меня». Мэн Цинь-Цань приняла мешочки для хранения, кивая в ответ. «Да, старейшина Ли, произошло ли что-нибудь примечательное на нашем пике багрового рассвета или в секте за те несколько лет, что меня не было?» — спросил Хань Ли. «На нашем пике багрового рассвета все было хорошо, да и в секте тоже не произошло ничего особенного. Однако я слышала, что лорд Да стадии Золотого Бессмертного скоро выйдет из уединения и будет проповедовать о великом Да, но мест очень мало, и, вообще говоря, право на посещение имеют только прямые ученики», — ответила Мэн Цинь-Цань с легкой тоской в глазах. То же самое выражение отразилось на лицах всех остальных слуг, но в то же время они выглядели немного удрученными. В конце концов, они наверняка получили бы огромную пользу от проповеди Золотого Бессмертного, но они знали, что у таких слуг истинных бессмертных, как они, нет никаких шансов получить разрешение на посещение. Хотя это правда, что услышать проповедь могущественного культиватора — это блестящая возможность, путь совершенствования у каждого свой. Вы можете слушать опыт других, но в конечном итоге вы должны сами во всем разобраться. Чтобы исполнить великое «Да», вы должны проложить свой собственный путь, понимаете? — спросил Хань Ли. Мэн Цинь-Цань слегка замялась, услышав это, прежде чем кивнуть в ответ, и разочарование в глазах всех слуг немедленно исчезло. «Хорошо, если вам больше нечего сообщить, то вы все можете идти», — сказал Хань Ли, пренебрежительно махнув рукой. Мэн Цинь-Цань и остальные поклонились, прежде чем уйти. Тем временем Хань Ли некоторое время оставался стоять на месте, прежде чем войти в свою пещерную резиденцию, и, активировав все ограничения, он направился в свою секретную комнату, прежде чем сесть, скрестив ноги. Взмахнув рукавом, он вызвал 3 сокровищ для хранения, которые он получил от 3 истинных бессмертных, которых он убил в секте священных марионеток. До этого он был сосредоточен исключительно на обратном пути, поэтому у него не было возможности изучить свою добычу. Теперь, когда он, наконец, вернулся в свою пещерную резиденцию, ему, естественно, не терпелось посмотреть, что он получил. Подумав об этом, Хань Ли взял браслет для хранения, прежде чем вытряхнуть все его содержимое, которое высыпалось на пол. Однако после беглого осмотра его брови слегка нахмурились от разочарования.
Это были вещи того мускулистого мужчины, который пытался сражаться с Хань Ли в одиночку, и он был настолько беден, что его вещи состояли всего из нескольких материалов и духовных растений, а также нескольких обычных духовных сокровищ. Помимо этого, было только около десятка камней бессмертного происхождения, куча духовных камней и еще несколько разных предметов. Учитывая, насколько он был беден, неудивительно, что он был готов рискнуть своей жизнью ради этой миссии вездесущего павильона. Хань Ли мог только сетовать на свою невезучесть, но тем не менее, он все еще терпеливо классифицировал все, прежде чем убрать в свой собственный браслет для хранения. После этого он взял сокровище для хранения худого старика, прежде чем также вытряхнуть его содержимое. На этот раз он был гораздо более доволен увиденным. Большую часть вещей старика составляли материалы высокого качества. В частности, там было несколько алых кристаллов размером с человеческую голову, и они излучали огненно-красное сияние, словно это были раскаленные куски металла. Эти алые кристаллы были наполнены чрезвычайно обильной духовной ци, а на их поверхности были огненные узоры, излучающие колебания закона атрибута огня, что указывало на то, что это был тип материала, содержащего силы закона. Помимо этого, там было также около десятка сокровищ, большинство из которых были духовными сокровищами, а также несколько флаконов с пилюлями, более 500 камней бессмертного происхождения и большая куча духовных камней. Хань Ли убрал и эти предметы, прежде чем повернуться к браслету для хранения Чжун Луаня, который он приберег напоследок. Он уже предвидел, что Чжун Луань, скорее всего, будет довольно богат, но все же был поражен увиденным, вытряхнув содержимое браслета для хранения. Там было бесчисленное множество видов духовных материалов и духовных растений, некоторые из которых содержали силы закона, и, отложив пока духовные сокровища, пилюли и писания, там было около 6000 камней бессмертного происхождения. Духовный свет, исходящий от всех камней бессмертного происхождения, освещал всю секретную комнату, и со всем этим, в дополнение ко всему, что он накопил до сих пор, у него, скорее всего, было бы достаточно средств, чтобы поддерживать свое собственное совершенствование в течение следующих нескольких столетий. Хань Ли немедленно убрал камни бессмертного происхождения, прежде чем медленно перебрать все остальное. Священное писание разделения источника Хань Ли слегка замялся, влив свое духовное чувство в белый нефритовый жетон, и ему в голову сразу же пришла мысль, после чего он поспешно начал изучать содержимое нефритового жетона. К тому времени, как он убрал нефритовый жетон со лба, прошло уже более 2 часов. В начальном разделе нефритового жетона содержалось дьявольское искусство, совершенствование стадии истинного бессмертного очень высокого калибра под названием «Искусство иньского дьявола, разделяющего источник». Говорили, что это искусство совершенствования можно совершенствовать до стадии высшего зенита, и оно было не менее редким, чем его писание Оси-мантры. Однако, каким бы грозным ни было это искусство совершенствования, Хань Ли никак не мог отказаться от писания Оси-мантры ради него. Его больше интересовали секретные техники, записанные в последнем разделе нефритового жетона. В частности, была секретная техника, которая позволяла скрывать свою ауру, запечатывая себя, и это очень заинтриговало Хань Ли. Однако эти секретные техники было очень трудно постичь, и он не мог освоить их в ближайшее время. Подумав об этом, Хань Ли убрал нефритовый жетон, прежде чем продолжить разбирать все остальное. Что это, внезапно Хань Ли заметил среди сокровищ странно выглядящий желтый шар. Он имел диаметр примерно в 15 сантиметров, и на его поверхности было выгравировано множество глубоких желтых узоров, что придавало ему довольно таинственный вид. Шар был ранее зарыт под какими-то материалами, поэтому он изначально не заметил его. Более того, на поверхности шара было приклеено несколько белых талисманов, по-видимому, действующих как печать. Хань Ли поднес шар к глазам для осмотра, но все еще не смог увидеть в нем ничего особенного. Более того, он не излучал никакой ауры или энергетических колебаний, и не похоже, чтобы это было сокровище. После минутного раздумья он решил попытаться изучить предмет с помощью своего духовного чувства. Однако, как только его духовное чувство соприкоснулось с шаром, талисманы, приклеенные к его поверхности, немедленно начали излучать ослепительно белый свет, который сформировал скрытую формацию, невидимую невооруженным глазом, удерживая его духовное чувство. Хань Ли был весьма заинтригован, увидев это, и он начал внимательно изучать эти талисманы. Хотя это правда, что эти талисманы были довольно примечательными, было ясно, что кто-то наложил их в спешке, и, учитывая мастерство Хань Ли в талисманах, ему не составило труда снять их. После краткой паузы он сделал ручную печать и вложил серию печатей заклинаний в талисманы, одновременно открыв рот, чтобы выпустить поток лазурного пламени, которое окутало золотой шар. Спустя несколько мгновений раздалось несколько глухих ударов один за другим, когда все белые талисманы распались на пятнышки белого света, которые были поглощены лазурным пламенем.
В следующее мгновение на поверхности золотого шара появились круги духовных узоров, сразу же после чего из желтого шара начали исходить лучи желтого света, делая его таким же ослепительным, как солнце. Ограничения в секретной комнате немедленно отреагировали, и на стенах появились бесчисленные лазурные руны, образовав лазурный световой барьер, который пытался сдержать желтый свет, но он смог быстро пробить световой барьер. Хань Ли был сильно озадачен этим, и он сделал еще одну ручную печать, чтобы активировать все ограничения вокруг пещерной резиденции, вызывая световые барьеры разных цветов, чтобы окутать всю область. Ослепительный желтый свет продолжал распространяться наружу, и он смог пробить еще несколько слоев ограничений, но в конечном итоге был перехвачен. Из желтого шара раздался слабый треск, после чего на его поверхности появилась серия выпуклостей, и он начал быстро увеличиваться в размерах и трансформироваться. Всего за несколько секунд шар превратился в мужчину средних лет в желтой одежде с властным видом, которому на вид было лет 30. Это бессмертная марионетка. У мужчины в желтой одежде был землисто-желтый цвет лица, который слегка поблескивал металлом. Он излучал бессмертную духовную ауру, словно гуманоидное бессмертное сокровище, подобно прошлой форме Даоса Се. Хань Ли подавил волнение в своем сердце, когда его взгляд упал на желтую одежду, которую носила марионетка. Некоторые из узоров на желтой одежде были теми, которые он видел много раз в прошлом на других марионетках в секте священных марионеток, что заставило его задуматься, не была ли эта марионетка также из той же секты. Подумав об этом, он немедленно вспомнил, как впервые встретил Чжун Луаня за пределами запретной зоны секты священных марионеток, и ему пришло в голову, что это, скорее всего, именно то, ради чего Чжун Луань отправился в запретную зону. Он всегда очень интересовался марионетками, и если это действительно была марионетка стадии истинного бессмертного, то это само по себе было бы огромной добычей. Таким образом, Хань Ли немедленно вложил печать заклинания в тело марионетки, и в глазах марионетки появились две точки света, в то время как на ее коже появился слой желтого света. Сразу же после этого вырвалась гористая аура, заставив окружающее пространство и всю пещерную резиденцию сильно содрогнуться. Глава 308. Модификации. Хань Ли наблюдал за происходящим с невозмутимым видом, но внутри его обуревало волнение. Однако вспышка энергии длилась лишь мгновение, прежде чем аура марионетки и исходящее от нее сияние угасли. Хань Ли выдохнул, и в его глазах мелькнуло изумление. Аура, исходившая от марионетки, была невероятно могущественной. Он не мог точно определить ее уровень, но был уверен, что она превосходила стадию истинного бессмертного. Подавив волнение, Хань Ли сложил новую печать заклинания, но марионетка никак не отреагировала, что бы он ни делал. После раздумий Хань Ли закрыл глаза и направил свое духовное чувство внутрь марионетки, чтобы изучить ее строение. Вскоре он открыл глаза с озадаченным выражением лица. Он никогда раньше не сталкивался с бессмертными марионетками, но благодаря своему мастерству в искусстве кукловодства ему удалось обнаружить ядро марионетки. К его удивлению, оно оказалось пустым. Более того, в марионетке отсутствовал источник энергии. Вспышка силы, которую он наблюдал ранее, скорее всего, была вызвана остатками энергии, заключенными в ее теле. По его оценкам, для управления этой марионеткой потребуется огромное количество камней бессмертного происхождения. Внезапно Хань Ли осенило, и он достал золотой шар, который был ядром Даоса Се. Сложив печать, он направил в шар заклинание, и тот, окутанный золотой вспышкой, превратился в золотого краба размером с ладонь. Краб схватился клешнями за голову, потряс ею и неуверенно встал на ноги. «В чем дело, товарищ Даос Хань?» «Зачем ты?» — проговорил краб медленным голосом, обратив свой взгляд на Хань Ли. Он находился в состоянии сна с момента своего возвращения и даже сейчас был довольно сонным и вялым. Однако его голос внезапно оборвался, когда он повернулся и уставился на желтоликую марионетку позади себя. Это же бессмертная марионетка. И притом связанная. Поистине редкая находка. Пробормотал Даос Се, и в его глазах загорелся золотой свет. С этими словами он взлетел с руки Хань Ли и приземлился на марионетку, радостно ползая по ней вверх и вниз и ощупывая ее своими клешнями. Хань Ли молча наблюдал за ним. Лишь спустя 15 минут Даос Се прекратил свои исследования и повернулся к Хань Ли. «Где ты раздобыл эту бессмертную марионетку, товарищ Даос Хань?» «Могу сказать тебе, что эта марионетка очень высокого уровня», — спросил он с явным волнением в голосе. Это долгая история, но эта марионетка, скорее всего, имеет тесные связи с сектой, известной как секта священных марионеток, уклончиво ответил Хань Ли. Секта священных марионеток. Никогда не слышал о такой секте, пробормотал Даос Се и снова повернулся, чтобы осмотреть марионетку. Кстати, что ты имел в виду, говоря о связанной марионетке, брат Се?
спросил Ханли. Связанные марионетки – очень редкий тип. Обычно, как только марионетка создана, ее сила устанавливается на определенном уровне, и потенциал для роста очень ограничен. Однако связанные марионетки отличаются тем, что их боевая мощь зависит от силы духовного чувства пользователя и степени его сродства с марионеткой. Проще говоря, она функционирует подобно сокровищу, объяснил Даос Се. Понятно. Похоже, ты очень заинтересован в этой марионетке. Можешь ли ты ее использовать? Спросил Ханли. Я еще не успел полностью изучить ее, но это марионетка земного атрибута, поэтому, как правило, ее может использовать только тот, кто совершенствует искусство культивации земного атрибута. Если ты сможешь достичь пика сродства с ней, она должна быть способна проявить силу средней стадии Золотого Бессмертного, ответил Даос Се. Брови Ханли слегка нахмурились. Ты обладаешь силой молнии, так что, верно, я не смогу использовать эту связанную марионетку, подтвердил Даос Се, кивнув. Ясно, ответил Ханли с ноткой разочарования в голосе. Хотя у него было достаточно сильное духовное чувство, чтобы использовать марионетку, он не был искусен в искусствах культивации земного атрибута, поэтому, даже если бы он использовал марионетку, он не смог бы раскрыть ее полную силу. Даос Се на мгновение замолчал, а затем внезапно сказал: «Однако, если ты предоставишь мне подходящую среду и достаточные ресурсы, это может быть не совсем невозможно». Лицо Ханли просияло, и он поспешно спросил: «Что тебе нужно, брат Се?» «Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить тебе подходящие условия». Если Даос Се сможет успешно контролировать эту марионетку, то у него появится союзник стадии Золотого Бессмертного. Во-первых, мне понадобится формация молнии. Формация не очень сложна в настройке, но в качестве ее ядра требуется что-то, что может непрерывно снабжать его силой молнии, и это ключ к успеху модификации. Кроме того, мне также потребуется большое количество камней бессмертного происхождения и первоклассных духовных камней молнии, чтобы гарантировать, что процесс модификации не будет прерван ни на мгновение, сказал Даос Се. С этими словами он открыл рот и выплюнул небольшой золотой нефритовый жетон, который полетел к Ханли. Тот поймал его и вложил в него свое духовное чувство. Нефритовый жетон содержал метод настройки формации молнии, и, как и сказал Даос Се, он был не очень сложным. Кроме того, для поддержания формации требовалось около 1000 камней бессмертного происхождения и огромное количество первоклассных духовных камней молнии. Это казалось огромной ценой, но с нынешним богатством Ханли это не было проблемой. «Хорошо, я смогу все подготовить самое большее за 7 дней», сказал Ханли после краткого раздумья. Даос Се не был удивлен, услышав это, и ответил: «Похоже, у тебя все хорошо складывается с тех пор, как ты вернулся в царство бессмертных, товарищ Даос Хань. В таком случае я рассчитываю на тебя». Несколько дней спустя. На полу секретной комнаты были выгравированы бесчисленные фиолетовые линии, образующие большая круглая формация. Желтоликая марионетка лежала на определенной точке формации, вокруг которой стояли 8 кусков дерева сдерживания молнии. На кусках дерева сдерживания молнии также были выгравированы узоры формации, и на их поверхности время от времени вспыхивали дуги фиолетовой молнии. В самом центре формации молнии находилось углубление, в которое был вставлен круглый фиолетовый кристалл. Это был не что иное, как жемчужина моллюска, которую он получил от гигантского моллюска, когда пересекал море Гросс. В этот момент Ханли стоял у входа в свою секретную комнату, а Даос Се сидел у него на плече. Он сложил обе руки в печать и направил в фиолетовую жемчужину моллюска в центре формации цепочку заклинаний. Один за другим раздались раскаты грома, и все узоры формации на земле засияли ослепительным светом. Из формации вырвались бесчисленные дуги фиолетовой молнии, взметнувшись в воздух и напоминая клубок дико извивающихся молниеносных змей. В мгновение ока вся секретная комната превратилась в мир фиолетовой молнии. «Что ты думаешь об этой формации, брат Се?» — спросил Ханли. «Ты отлично справился, товарищ Даос Хань. В особенности этот кристалл в центре формации, он очень примечателен и, кажется, содержит огромное количество силы молнии», заметил Даос Се, указывая клешнёй на фиолетовую жемчужину моллюска. Ханли рассказал Даосу Се, как он заполучил жемчужину моллюска, и, выслушав историю, Даос Се сказал: «До этого у меня было только 30% шансов на успех, но с этой установкой шансы на успех возросли до 50%. После этого он присел, а затем прыгнул в формацию молнии в виде полосы золотого света. Бесчисленные дуги молнии вырвались из всех частей формации и сошлись на Даосе Се, в то время как над его телом возникла ослепительная золотая молния. В мгновение ока он был полностью окутан шаром золотой молнии, после чего опустился на грудь желтоликой марионетки. Шар золотой молнии в одно мгновение исчез в груди марионетки, и ее тело содрогнулось, когда на ее коже появился ослепительный желтый свет, а вокруг ее груди затрещали дуги молнии.
Фиолетовая молния в формации устремилась к груди марионетки, сливаясь с ней воедино, и тут же начала распространяться по другим частям ее тела. Молния тут же вступила в конфликт с желтым светом на теле желтоликой марионетки, и время от времени раздавались взрывы, заставляя всю секретную комнату содрогаться вместе с формацией молнии. Хань Ли стоял у входа, наблюдая за всем, что происходило внутри секретной комнаты, с ноткой предвкушения в глазах. По словам Дао Сосе, процесс слияния может занять несколько десятилетий или даже более века. Жемчужина моллюска содержала более чем достаточно силы молнии, чтобы поддержать этот процесс, и Хань Ли также подготовил достаточное количество камней бессмертного происхождения и первоклассных духовных камней молнии при настройке формации. «Надеюсь, все пройдет гладко», — пробормотал Хань Ли себе под нос, затем вышел из секретной комнаты, закрыл дверь и установил ограничение. Вскоре он уже сидел, скрестив ноги, в другой секретной комнате. Теперь, когда он подготовил все, что нужно Дао Сусе, ему пора было подумать о своей собственной ситуации. С учетом всех камней бессмертного происхождения, которые он накопил до сих пор, ему должно было хватить, чтобы поддерживать свое совершенствование в течение следующих нескольких столетий, если не случится никаких происшествий. Однако встреча с Чжун Луанем во время этой поездки в секту священных марионеток вселила в его сердце большую осторожность. Хотя ему и удалось убить Чжун Луаня в битве, из воспоминаний Черного Журавля было ясно, что на этом дело далеко не закончено. Согласно тому, что сказал Чжун Луань, даже если бы их встреча не произошла в секте священных марионеток, Чжун Луань все равно планировал разыскать его на континенте Древнего Облака, поэтому он не обязательно был в безопасности только потому, что находился в Дао Пылающего Дракона. Не было никакой гарантии, что враг не последует за ним в Дао Пылающего Дракона, и ему нужно было подумать, что он будет делать, если учитель Фан Паня и Чжун Луаня или какой-нибудь другой грозный враг придет за ним. Глава 309. Поздняя стадия истинного бессмертного. Хань Ли взмахнул рукой в воздухе, и оставшиеся в его распоряжении куски дерева сдерживания молнии и другие духовные материалы молниеносного атрибута появились на земле перед ним, разложенные на полу. Примерно месяц спустя. Хань Ли сидел в главном зале во дворе своей пещерной резиденции, потягивая чашечку духовного чая и погрузившись в раздумья. Вскоре в комнату вошла Мэн Циньцань. «Старейшина Ли». «Циньцань, я позвал тебя, потому что у меня есть для тебя важное поручение», — сказал Хань Ли, отставляя чашку с серьезным выражением лица. Мэн Циньцань слегка вздрогнула, услышав это, а затем, расправив плечи, ответила: «Слушаю, старейшина Ли». «Не напрягайся так, это не так уж серьезно», — сказал Хань Ли с улыбкой, а затем достал инструмент для хранения и протянул его Мэн Циньцань. Мэн Циньцань приняла инструмент для хранения и вложила в него свое духовное чувство, после чего подняла взгляд на Хань Ли с легким недоумением в глазах. Хань Ли что-то сказал ей через голосовую передачу, и на ее лице появилось мрачное выражение. «Это слишком сложное задание?» — спросил Хань Ли. «Будьте уверены, старейшина Ли, я выполню его, даже если это будет стоить мне жизни», — заверила Мэн Циньцань с серьезным выражением лица. «Хорошо, но будь осторожна и никому об этом не рассказывай», — наставил Хань Ли. «Да, старейшина Ли», — ответила Мэн Циньцань, почтительно поклонившись, а затем вышла из комнаты и улетела прочь полосой багрового света. Хань Ли стоял у входа в свою пещерную резиденцию, наблюдая, как полоса багрового света исчезает вдали, а затем сам улетел прочь в виде полосы лазурного света. Он вернулся на пик багрового рассвета только через 2 месяца. За это время он партиями продал большую часть материалов, духовных трав и сокровищ, которые получил от секты священных марионеток, обменяв их на камни бессмертного происхождения. Он также приобрел большой запас ингредиентов, необходимых для пилюль, которые собирался использовать, и, завершив все приготовления, вернулся в свою пещерную резиденцию, активировал все ограничения и направился в секретную комнату. По пути ему вдруг пришла в голову одна мысль, и он вместо этого направился в свой лечебный сад, а именно в тот угол, где был посажен первичный боб. К своему удивлению, он обнаружил, что росток, проросший из первичного боба, стал на несколько сантиметров выше, чем раньше. Первичному бобу потребовалось очень много времени, чтобы прорасти, но с тех пор скорость его роста значительно увеличилась. По мере развития ростка золотые узоры на нем становились все темнее, но положительная или отрицательная эта мутация пока было неясно. В любом случае, увидев в действии даосских воинов в секте священных марионеток, он очень хотел обзавестись собственными. Подумав об этом, Хань Ли достал свой флакон, контролирующий небеса, и передал его стоявшей рядом марионетке гигантской обезьяны, а затем вернулся в свою секретную комнату. На данный момент все поручения были выполнены, и он выдохнул, взмахнул рукой и достал серебряный пилюльный котел, который поставил в центре секретной комнаты.
Затем взмахом рукава он призвал сущность огненного ворона, который в виде огненно-серебряной фигуры спустился рядом с котлом. После поглощения зарождающейся души черного журавля аура сущности огненного ворона явно стала сильнее, чем раньше, а черты его лица — более выразительными. Казалось, он понимал, зачем его вызвали, и, быстро пролетев круг вокруг котла, надул свои круглые щеки, а затем выпустил из клюва большое облако серебряного пламени, окутавшее дно котла. Тем временем Хань Ли уже разложил все ингредиенты для приготовления пилюль, которые он приобрел на партии, и сел, скрестив ноги. Несколько лет спустя. Серебряное пламя под котлом угасло, и огненно-серебряная фигура прыгнула на плечо Хань Ли, где послушно уселась. На лице Хань Ли было довольно усталое выражение, когда он произнес заклинание. Раздался слабый хлопок, и крышка серебряного котла отлетела, после чего густой лекарственный аромат мгновенно наполнил всю секретную комнату. Вдохнув аромат, Хань Ли удовлетворенно улыбнулся и сделал хватательное движение, чтобы извлечь из котла около дюжины белых пилюль размером с лонган. Все пилюли испускали слабые струйки белого тумана, придавая им весьма глубокий и примечательный вид. Белые пилюли упали в заранее приготовленный белый нефритовый флакон, и на данный момент рядом с Хань Ли уже стояло более сотни таких флаконов. «Этого должно быть достаточно», — пробормотал Хань Ли себе под нос, а затем взмахом рукава убрал серебряный котел и сущность огненного ворона, после чего закрыл глаза и погрузился в медитацию. Он собирался привести себя в наилучшую возможную форму, прежде чем отправиться в уединение. Более 200 лет пролетели, словно миг, и пик багрового рассвета все это время был закрыт для внешнего мира. За это время до пылающего дракона пережила самый сильный снегопад за последние 500 лет, который длился несколько месяцев. Снежным покровом были укрыты не только все северные ответвления горного хребта Колокольного звона, но и большая часть его южных ответвлений, включая пик багрового рассвета. В этот день снегопад, наконец, прекратился, открыв чистое голубое небо, и слуги Хань Ли, ведомые Мэн Сюном, начали расчищать снег вокруг пещерной резиденции. На пике багрового рассвета и без того было очень мало людей, а Мэн Юнгуй и остальные еще не вернулись из своих путешествий. В частности, в отсутствие Мэн Цинцань было очень тихо, и даже пение птиц звучало особенно ясно и отчетливо. После того, как весь снег перед входом в пещерную резиденцию был расчищен, все отправились на поле духовных трав, которые были защищены ограничениями и формациями, но снег там все равно нужно было убрать. В противном случае тающий снег привел бы к избытку воды, которая затопила бы растения. Внезапно весь пик багрового рассвета содрогнулся, и из пещерной резиденции в небо взметнулся огромный столб золотого света. Вся изначальная ци мира в радиусе 1000 километров бурно заколебалась, образовав огромное облако, вращающееся вокруг пика багрового рассвета. На пик багрового рассвета снизошел духовный свет всех цветов радуги, и это явление прекратилось лишь спустя долгое время. Все остановились, чтобы понаблюдать за этим явлением, и Мэн Сюн поспешно призвал: «Ладно, давайте все вернемся к работе. Чем быстрее мы закончим, тем быстрее сможем вернуться к культивации. Старейшина Ли предоставил нам исключительную среду для совершенствования, так что давайте не будем растрачивать ее попусту». Услышав это, все тут же вернулись к работе. Они уже привыкли ко всем явлениям, происходящим на горе, и знали, что все они являются результатом совершенствования Хань Ли, но все равно не могли удержаться от желания остановиться и посмотреть, когда эти явления происходили. В конце концов, эти явления были вызваны культиватором в стадии истинного бессмертного. Внутри секретной комнаты пещерной резиденции все тело Хань Ли было залито золотым светом, а на его груди и животе сияли 24 золотые точки, подобно звездам на ночном небе. От его тела исходила могущественная аура, словно он заново родился. Он достиг поздней стадии истинного бессмертного. За последние 2 столетия он постоянно употреблял земные пилюли, чтобы повысить свой уровень культивации, и, наконец, ему удалось открыть 4 оставшихся бессмертных акупунктурных точки. Эта скорость совершенствования, естественно, была намного выше, чем у обычного культиватора, но все же значительно ниже, чем раньше. Чтобы открыть предыдущие 3 бессмертные акупунктурные точки, ему потребовалось всего около 100 лет, а чтобы открыть последнюю, намного больше. По мере того, как золотой свет постепенно вливался в тело Хань Ли, явление, происходившее в секретной комнате, также утихло. Хань Ли выдохнул, повернулся и посмотрел на священную ось мантры, парящую в воздухе за его спиной. Око истины было закрыто, и на данный момент все руны до времени на оси полностью восстановились. Однако в глазах Хань Ли мелькнуло разочарование. Даже после того, как он достиг поздней стадии истинного бессмертного, количество рун до времени на священной оси мантры осталось неизменным — 108. Это явно было не просто невезение. Согласно писанию оси мантры, открытие последних 4 бессмертных акупунктурных точек должно было принести ему еще 2 руны до времени.
Скорее всего, он проявил слишком много рунда времени, используя око истины, чтобы поглотить кристаллы, созданные флаконом, контролирующим небеса, и священная ось мантры уже достигла своего предела. Впрочем, Хань Ли был готов к такому исходу, поэтому не был слишком разочарован. На его лице появилась слабая улыбка, когда он ощутил огромную бессмертную духовную силу в своем теле, и вместо того, чтобы сразу же встать на ноги, он продолжил сидеть на полу. Этот прорыв, естественно, был фантастической новостью, но сейчас ему нужно было заняться более важными делами. Он взмахнул рукой и достал глаз первобытного зверя Фэй, и в то же время снаружи раздался звук тяжелых шагов, когда в комнату вошла марионетка гигантской обезьяны. Она поставила рядом с ним флакон, контролирующий небеса, внутри которого уже находилась капля зеленой духовной жидкости. Хань Ли сделал глубокий вдох, взял флакон, контролирующий небеса, и без колебаний выпил каплю духовной жидкости. Он снова пытался постичь законы времени. Его бессмертная духовная сила начала циркулировать в его теле, в то время как священная ось мантры за его спиной засияла ослепительным золотым светом, а 108 рун до времени на ее поверхности непрерывно мерцали. Вокруг него появилось обширное пространство золотых волн, окутавшие всю секретную комнату, и во всех направлениях вспыхнули неописуемо могущественные энергетические колебания. Хань Ли почувствовал, будто даже течение воздуха вокруг него замедлилось, и он мог слышать все с исключительной четкостью. Казалось, все вокруг него погрузилось в какой-то глубокий ритм, и по мере того, как время медленно шло, золотой свет, исходивший от тела Хань Ли, продолжал мерцать, заставляя уровень яркости в секретной комнате непрерывно колебаться. На данный момент его тело уже было залито кровью, но он совершенно не обращал на это внимания, словно это происходило не с ним. Глава 310. Два цветка. Внезапно его веки слегка дрогнули, и глаза распахнулись, выпустив изнутри два луча золотого света. Хань Ли начал быстро складывать печати, соединив ладони и направив вверх соединенные указательные и средние пальцы, подобно мечу. Все 108 рун до времени на священной оси мантры за его спиной мгновенно засияли. В то же время между его ладонями появился золотой свет, который переместился к кончикам пальцев, и из них начала медленно вытягиваться полупрозрачная золотая нить, тонкая, как человеческий волос. Однако она успела выдвинуться лишь на 2 сантиметра, прежде чем с глухим стуком рассыпалась на золотые искорки. Золотой свет в глазах Хань Ли также медленно угас, и он посмотрел на свои окровавленные одежды с кривой улыбкой. Он добился некоторого прогресса по сравнению с последней попыткой, но все же не смог проявить нить закона времени. Похоже, постичь законы времени, даже напрямую потребляя духовную жидкость, будет крайне сложно. Возможно, только с помощью пилюли «Да» у меня будет шанс преуспеть в этом начинании, подумал Хань Ли. Теперь ему стало ясно, почему пилюли «Да» так востребованы в царстве бессмертных. Разница была подобна той, что существует между прямым потреблением духовного растения и пилюли, приготовленной с использованием этого растения в качестве основного ингредиента. Пилюля давала потребителю наилучший шанс постичь силы закона, содержащиеся в духовном растении, и это, естественно, было намного эффективнее, чем прямое потребление самого ингредиента. К счастью, он накопил значительное богатство и мог легко приобрести духовные ингредиенты, содержащие силу законов времени. В противном случае этот путь был бы для него недоступен. Слегка вздохнув, Хань Ли принял пилюлю, и его тело снова окутало золотое сияние. Примерно через полмесяца Хань Ли вышел из секретной комнаты и направился в лечебный сад своей пещерной резиденции. Сад был наполнен обильной духовной ци и процветал. Внутри поля марионетка гигантской обезьяны держала в одной руке лазурное деревянное ведро, из которого черпала мерцающую лазурную духовную жидкость и поливала сад. Эта духовная жидкость была смешана по рецепту, указанному в книге о выращивании воинов Да, которую Хань Ли получил от Даоса Хуяня, но он использовал ее для полива своих других духовных растений, а не первичного боба. Хань Ли окинул взглядом различные духовные растения в саду, и его глаза загорелись, когда его взгляд упал на один из углов. Росток, проросший из первичного боба, исчез, а на его месте выросло массивное золотое растение высотой около 3 метров. Его ствол был землисто-желтого цвета, а листья — золотистого оттенка. Листья были испещрены бесчисленными золотыми прожилками, которые наслаивались друг на друга, и эти прожилки тянулись от листьев к ветвям и главному стволу растения. Под слоями пышных золотых листьев висели ряды лазурных стручков, каждый длиной около пальца, и выпуклости, видимые в стручках, ясно указывали на то, что они содержат бобы, которые Хань Ли стремился вырастить. Хань Ли был очень рад этому и поспешил к дереву, обойдя его, как гордый фермер, и тщательно подсчитывая количество стручков.
Всего он насчитал 75 стручков, и если предположить, что в каждом стручке находится 7 бобов, то это составит в общей сложности более 500 бобов, которые, если не случится никаких происшествий, превратятся в более чем 500 грозных воинов Да. Однако эти бобы явно еще не достигли полной зрелости. Согласно книге Даоса Хуяня, как только воины Да достигнут полной зрелости, ствол, ветви и листья дерева начнут постепенно увядать, отдавая все свои питательные вещества бобам. После этого стручки сами раскроются, чтобы освободить бобы внутри. Из-за того, что бобы еще не созрели, Хань Ли не мог почувствовать от них никакой особой ауры, поэтому не знал, была ли мутация положительной или отрицательной. Однако Хань Ли не был чрезмерно обеспокоенным. Была очень большая вероятность, что мутация возникла из-за того, что первичный боб поливали духовной жидкостью из флакона контролирующего небеса, а все, что касалось флакона контролирующего небеса, обычно не было плохой вещью. Только осмотрев дерево еще некоторое время, Хань Ли повернулся, чтобы уйти, но краем глаза заметил, что на верхушке дерева есть 2 маленьких желтых цветка. Он остановился, чтобы на мгновение посмотреть на цветы, и на его лице появилось недоумение. Он взмахнул рукой, чтобы вызвать книгу, подаренную ему Даосом Хуянем, а затем открыл ее на определенной странице. Через некоторое время он снова убрал книгу, но недоумение на его лице осталось. В книге говорится, что период цветения первичных бобов довольно долгий, поэтому они обычно распускаются только после того, как бобы достигают зрелости, и должен быть только один цветок, так почему же здесь их 2? Может ли это быть также результатом мутации? Задумался Хань Ли. Если бы это было так, то это, естественно, было бы хорошо, так как скорость, с которой он мог бы выращивать воинов Да, значительно возросла бы, но в качестве меры предосторожности он решил, что лучше всего проконсультироваться с Даосом Хуянем по этому поводу. Подумав об этом, он повернулся и направился в другое место в лечебном саду. Эта часть лечебного сада была заполнена различными видами духовных растений, и их было немного, но все они источали свою уникальную ауру. Эти духовные растения были ингредиентами, указанными в рецепте пилюли Да, которую Хань Ли хотел приготовить, и из-за того, что он получил их в разном возрасте, степень их роста была разной. Самыми старыми из этих духовных растений были несколько десятков синих растений, которые выглядели так, как будто были вырезаны изо льда. Они напоминали пасконник со светящимися полупрозрачными листьями, и он приобрел их в секретной области парящих гор. В то время он не знал, что это такое, и только позже обнаружил, что это не что иное, как трава скрытого тумана, указанная в рецепте пилюли Да. Из-за того, что эти духовные растения росли в глубине секретной области парящих гор, они оставались совершенно нетронутыми, и некоторые из них уже превысили 100 тысяч лет, что делало их пригодными для использования в качестве ингредиентов для пилюли Да. Недалеко от травы скрытого тумана, на небольшом участке, окруженном небольшой формацией, находилось около дюжины саженцев, которые выглядели так, как будто только что проросли. Эти растения были известны как подсолнухи песчаного солнца, и их принес Мэн Юнгуй более 100 лет назад. Это духовное растение, по-видимому, росло очень медленно, но его корневая система под землей процветала, и если бы они не были окружены этой формацией, они, скорее всего, распространились бы по всему саду, делая невозможным выживание других духовных растений. Помимо основных ингредиентов, вспомогательные ингредиенты в рецепте пилюли Да также было довольно сложно собрать. Мэн Юнгуй был очень удачлив, наткнувшись на эти духовные растения, и на обратном пути его чуть не убил кто-то, пытавшийся забрать у него эти растения. К счастью, он смог выжить благодаря защитным сокровищам, дарованным ему Хань Ли. Получив от Хань Ли награду за свои старания, Мэн Юнгуй более 10 лет совершенствовался на пике багрового рассвета, прежде чем возобновить поиск духовных растений. Помимо Мэн Юнгуя, Мэн Цинцань и Сунь Бучжэн также по одному разу возвращались на пик багрового рассвета за последние 2 столетия, но Хань Ли в обоих случаях был в уединении, поэтому не смог их увидеть. Мэн Цинцань осталась на пике багрового рассвета немного дольше, чем Сунь Бучжэн, так как хотела посмотреть, выйдет ли Хань Ли из уединения, а также потому, что Перевух не хотел расставаться с двуглавым грифоном. Ни Сунь Бучжэну, ни Мэн Цинцань не повезло так, как Мэн Юнгую, и они смогли найти только несколько саженцев или семян духовных растений, указанных в рецептах земных пилюль Хань Ли, но Хань Ли не был разочарован этим. До этого момента даже ему удалось достать лишь несколько духовных растений, перечисленных в рецепте пилюли Да, включая цветок духа чертополоха, и никто не откликнулся на задание по поиску духовных растений, которые он разместил в гильдии странников. Проведя еще некоторое время в лечебном саду, Хань Ли направился в другую секретную комнату. Стоя перед каменной дверью, Хань Ли взмахнул рукой, и на двери мгновенно появились руны, после чего она отъехала в сторону, открывая проем высотой с человека. Секретная комната была заполнена пурпурно-золотым светом, и изнутри непрерывно доносились потрескивания.
Формация молнии внутри все еще работала, но 8 кусков дерева сдерживания молнии, расположенных вокруг формации, выглядели немного тусклыми, явно уже исчерпав большую часть своей силы молнии. В этот момент марионетка бессмертного в желтой мантии сидела, скрестив ноги, в центре формации, и по всему ее телу, особенно по груди, постоянно вспыхивали дуги фиолетовой молнии. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он заметил, что углубление в центре формации молнии пусто, а пурпурный кристаллический шар, который изначально был там встроен, исчез. Брат Се позвал Хань Ли Даоса Се через голосовую передачу духовного чувства, но марионетка в желтой мантии не отреагировала. Подумав немного, Хань Ли решил проявить терпение и подождать. Долгое время спустя молния, бушующая на груди марионетки в желтой мантии, начала сходиться к центру, прежде чем быстро исчезнуть полностью. В то же время вся фиолетовая молния по всей формации также исчезла, и духовные узоры на кусках дерева сдерживания молнии постепенно померкли, а вся формация прекратила работу. В груди марионетки появился золотой свет, и из нее медленно вылез золотой краб размером с ладонь, затем присел и прыгнул в сторону Хань Ли, который протянул руку, чтобы поймать краба. «Как все прошло?» — спросил Хань Ли. По сравнению с прошлым, аура Даоса Се стала намного стабильнее, а на его 8 ногах появились многочисленные чрезвычайно тонкие фиолетовые прожилки, которые можно было заметить только при ближайшем рассмотрении. Друзья, эти главы – итог 200-летней подготовки. После победы над Джун Луанем Хань Ли получает 6000 камней бессмертного происхождения, но воспоминания убитого журавля открывают страшную угрозу. Фигура в белом плаще в землисто-желтом дворце, окруженная цепями законов мироздания. Журавль был в животном ужасе от одного воспоминания. Хань Ли уходит в новую 200-летнюю изоляцию. Итог – поздняя стадия истинного бессмертного. Все 24 оставшихся акупунктурных точки открыты. Арсенал впечатляет. Первобытный боб вырос в 3-метровое золотое дерево с 75 стручками. Это 500 плюс воинов Дао плюс 2 уникальных цветка. А Даос Се теперь слит с марионеткой уровня золотого бессмертного через жемчужину гигантского моллюска и формацию молний, древний сверхинтеллект в непробиваемом танке. Физическая мощь собрана, но враг в белом плаще манипулирует самими законами реальности. Готовлю продолжение.